Маркус Роткранц родился 3 августа 1962 года в Кёльне, Германия. Ему 62 года, а он продолжает вдохновлять своей энергией и молодым внешним видом. Более 30 лет назад он отказался от традиционной пищи, стремясь к полному оздоровлению. «Еда должна быть нашим лекарством, а не причиной болезней», утверждает Маркус. Основы рациона питания. Маркус придерживается эффективного рациона, включающего свежие овощи и фрукты, зелень и дикорастущие травы, орехи и семена, пророщенные зерна и бобовые, суперфуды – спирулина, хлорелла, мака, ашваганда, много воды и натуральных соков. Маркус также известен своими вкусными и полезными рецептами, такими как смузи с бананом, спирулиной, кокосовой водой и зеленью. Его пицца с ореховой основой и овощами – это еще одна из его любимых идей. Маркус не считает калории и макронутриенты, он доверяет интуитивному питанию и прислушивается к сигналам своего организма. Однако у него есть несколько принципов. Первый – разнообразие в еде. Различные овощи, фрукты, орехи и суперфуды для получения всех нужных нутриентов. Второй – большие порции зелени. Зеленые коктейли и салаты с дикорастущими травами. Третий – баланс макронутриентов. Достаточное количество жиров, авокадо, кокос, орехи и белков, проростки, хлорелла, спирулина. Четвертый принцип – минимизация пустой пищи. Отказ от рафинированных продуктов и акцент на высокую питательную ценность. Таким образом, он получает все необходимые вещества, не следуя строгим расчетам. «Еда – это топливо, а не развлечение», – говорит Маркус. Питательные привычки. Каждый день Маркус начинает с зеленых коктейлей, богатых хлорофиллом и питательными веществами. Утром он пьет стакан воды с лимоном, делает йогу на свежем воздухе, а затем готовит смузи, обеспечивающий все витамины и минералы. На вопрос, где он получает нутриенты, которые обычно содержатся в мясе, Маркус отвечает, что они поступают из растительных источников. Например, витамин В12 из водорослей и добавок, железо из шпината, чечевицы и кунжута, белок из орехов, бобовых и зелени. На вопрос, где он берет омега-3 в форме ЭПК-ДГК, которые в основном получают из рыбы, Маркус отвечает, что получает жиры и омега-3 исключительно из растительных источников, заменяя животные жиры следующими продуктами. Семена льна и чиа – одни из лучших растительных источников омега-3 АЛК – альфа-линоленовой кислоты. Грецкие орехи содержат АЛК и другие полезные жирные кислоты. Конопляные семена богаты не только омега-3, но и сбалансированным соотношением омега-6 и омега-9. Морские водоросли – спирулина, хлорелла, ламинария – единственные растительные источники с ЭПК-ДГК, более биодоступных форм омега-3, аналогичных рыбьему жиру. Авокадо и кокос содержат полезные мононенасыщенные жиры, которые поддерживают гормональную систему. Оливковое масло первого холодного отжима – богатый источник полезных жиров. Режим питания, посты и голодание. Маркус ест 1-2 раза в день, избегая частых перекусов. Он практикует интервальное голодание от 16 до 18 часов без еды, разгрузочные дни на воде или соках 2-3 дня, долгосрочные детоксы до 10 дней. На частый вопрос, зачем делать голодание-детоксы, если он и так не ест животную, жареную и копченую пищу, Маркус ответил: голодание и разгрузочные дни делается не из-за тяжести пищи, а по следующим причинам. Первое – детоксикация. Даже на сыроедении организм накапливает токсины из окружающей среды – воздух, вода, стресс. Голодание помогает очистить клетки. Вторая причина – автофагия. Процесс, при котором организм уничтожает старые и поврежденные клетки, омолаживая тело. Третье – укрепление иммунитета. Короткие периоды голодания активируют защитные механизмы организма. Четвертая причина – энергетическая перезагрузка. Во время разгрузки тело тратит меньше энергии на пищеварение, а больше на восстановление. Пятое – духовные и ментальные практики.
Отказ от пищи помогает очистить сознание, улучшить концентрацию и настроиться на позитив. Для Маркуса это не просто голодовка, а инструмент для поддержания молодости и жизненной энергии. Многие обращают внимание на густые волосы Маркуса и задают вопрос, как он ухаживает за ними. Он употребляет продукты, богатые биотином, витамином Е и омега-3 жирными кислотами. Также он использует минимальное количество средств для ухода за волосами, избегая агрессивных химических шампуней и кондиционеров. Физическая активность. Маркус тренируется несколько раз в неделю. Это силовые тренировки с железом, йога для гибкости и расслабления, активный образ жизни, прогулки, плавание, велосипед, кардиотренировки, включая пробежки, но в умеренном количестве. Слишком много кардио снижает тестостерон. Часто спортсменов интересует вопрос, как Маркус поддерживает мышечную массу, ведь из зелени сложно получить достаточно протеинов. Основные источники белка в его рационе включают орехи, семена, бобовые и суперфуды, такие как спирулина и хлорелла. Еще Маркус использует растительные протеиновые порошки и добавки, обогащенные необходимыми аминокислотами для обеспечения достаточного потребления белка. Его диета богата разнообразными растительными продуктами, обеспечивающими необходимые нутриенты для поддержания мышечной массы и общего здоровья. Сон и отдых. Маркус ложится спать около 22:00 и встает в 5-6 часов утра без будильника, ощущая прилив энергии. Он спит в среднем 7-8 часов и считает, что качественный сон – это залог молодости. При этом он делает акцент на глубоком сне, спит в полной темноте, избегает гаджетов перед сном и использует методы расслабления, такие как медитация. Гормональный баланс. Маркусу часто задают вопрос, как он поддерживает гормональный фон. С возрастом уровень определенных гормонов уменьшается, но Маркус балансирует его с помощью следующих средств. Первое – физическая активность. Силовые тренировки и активный образ жизни, естественно, повышают уровень гормонов. Второе – употребляет много цинка. Тыквенные семечки, бобовые орехи. Третье – минимизация стресса. Медитация, дыхательные практики и сон помогают сохранять баланс гормональной системы. Четвертое – регулярное потребление суперфудов. Мака, ашваганда, женьшень. Они стимулируют выработку тестостерона. Пятое – периодическое голодание. Повышает чувствительность к инсулину и способствует естественному выбросу гормона роста. Таким образом, он поддерживает высокий уровень гормонов без продуктов животного происхождения. Борьба со стрессом. Маркус практикует медитацию, дыхательные упражнения и ведет активный образ жизни. Не зацикливается на проблемах, принимает жизнь легко. Этого, по его мнению, хватает для преодоления ежедневной стрессовой нагрузки. При этом природа, позитивное окружение и отсутствие токсичных людей – его главные принципы. Ввиду того, что не у всех был позитивный опыт в сыроедении, Маркусу часто задают вопросы, какие он может дать советы начинающим и каких ошибок стоит избегать. Советы для начинающих. Маркус рекомендует начинать переход на сыроедение постепенно. Он советует сначала добавлять больше свежих фруктов и овощей в рацион, затем постепенно уменьшать количество обработанных продуктов. Важно слушать свое тело и не торопиться, чтобы адаптация прошла комфортно. Ошибки при переходе. По мнению Маркуса, одна из распространенных ошибок – это резкий переход на сыроедение без подготовки. Это может привести к дискомфорту и недостатку питательных веществ. Он также отмечает, что многие новички потребляют слишком много орехов и сухофруктов, что может перегрузить пищеварительную систему. Важно соблюдать баланс и разнообразие в питании. Его знаменитая фраза «Ваше тело – это храм, относитесь к нему с уважением». Здоровье начинается с ума, а не тарелки. Здоровье – это не просто отсутствие болезней, это гармония тела, разума и духа. А что вы думаете о Маркусе и его образе жизни, не стесняйтесь оставить комментарии.